Шашлык сейчас попробую, Лёщик просто отменный. А вот завод, где он? Вот он. Как она называется? Экскурсия? Да. Вот, посмотрим, может быть получится. Глядя на такой район, задаешься вопросом, а вообще где это? Женская половина нашего экипажа весьма оценила этот магазин. А оказывается, здесь есть лифт. Возникает два вопроса. Как здесь работают почтальоны и как отсюда выбраться? Подходи, дорогой, вон все выкладываем по дешевке, все, давай, забирай. Все это будет, но немного позже. Сначала нужно добраться сюда, а дорога не 100 километров. Итак, стартанули мы из Бреста. Это первая страна. По пути завезли струйный фотопринтер новому владельцу и с пополненным кошельком продолжили дорогу. Попивая кофеек на заправках, мы спокойно проехали границу Брянск и заехали в Орел. Сокращая километраж, мы проверили подвеску авто на прочность и умение ориентироваться на местности без GPS-навигации. Миновав Воронеж, мы по платной трассе двигались к цели. Было пару не лучших моментов в районе Ростова, но об этом позже. Отдохнув и перекусив, мы с хорошим настроением двинулись в направлении Владикавказа, где нас ждал полноценный отдых у друзей. На утро мы стартанули и проехали разом еще 3 страны за сутки и доехали до места. Ну а теперь обо всем по порядку. А как ты сказала? Пятница? День первый. Ой, Маша где-то там. Они полны надежд. Собираемся. Они Покажи, сколько ходят. вещей. А? Да, уже пакет с едой. Вот Машина, еще Машина и наш. Все, короче, мы скоро отправляемся. Куда? В дальнее путешествие. Может, не видно. Вот. В дальнее путешествие. Дальнее путешествие в Армению. Армению. Так готовилась к поездке и собиралась другая часть нашего экипажа. Как вы понимаете, мы едем с кошечкой. Скоро мы вас с ней познакомим. Ее зовут Буся. Тем временем мы. Хватит. Ну, заправляемся. Больше, когда Очень брали, много. единственное, что, Полный Hyundai Starks. Ничего не видно? Еды много. Ну, давай сюда. Мы почти собрались. Наш водитель. Но они, скорее всего, сели на них. Вон и куха. Этот принтер мы скинем где-то посередине пути Беларуси. Ну что, как вам уселись? Ой, пока все прекрасно. Главное, чтобы дальше все было так же хорошо. Итак, первая остановочка на Газпроме. Останавливаемся. Кстати, и вот наш дружочек, подружка точнее. Бусинка. Так, ну что, кто скажет, для чего мы остановились?
Надо съесть. Вот это вот все надо сейчас съесть. За 20 минут. О, сейчас расскажем, что у нас тут есть, конечно. Вот они. Вот он. Еще один блогер идет. Блогеры. А, собрались тут. Че, вот тут, наверное, поставлю? Ну что, как опытный водитель про белорусские заправки, что скажешь? Все нормально. Только начали. Вот и ушел. Так, ладно, раскладываемся. Что у нас есть? Я закажу нам 2 кофе. Ну закажи. Капучино. Да. Капучино. У нас есть, короче, салат. У нас есть Викуха сделала конвертики с ветчиной, сыром. У нас есть компот. Дальше туда я даже, наверное, боюсь лезть. Теперь, между прочим, чуть не снесла алкоголь. Что буянит? Еще не наливали. Короче, еды у нас просто полнища. Это еще не вся. Как не вся? Не вся. Не помолвленная? Там еще. А мы так и Значит, хочу кое-что рассказать. Вот это пиво Оливария, колядный цвет, выпускается только раз в год накануне новогодних праздников. И числа 15 его уже не будет. Поэтому вот такой вот прикол. Прикольное пиво, оно супер, как его. Скажи мне, я скажу. Короче, с карамельным таким привкусом. Вот. Вот это новости. Узнали. В общем, мы уже покушали, так что выезжаем дальше. Снимать нельзя. На улице минус 10. Вот так вот утро у нас. У нас очередная остановочка. Мы... А где мы находимся? Где-то между Брянском и Орлом. О, нормально. О, Орел. Орел. Внимательный будь! О, орел! О, орел, да! Как вы себя чувствуете? Нормально, как танки после взрыва. В общем, все спят. Я тоже спал. Вот, остановились, да, немножечко размяться. А у нас очередная остановка. Чё? Там есть как раз одно освободилось. Да? Ну идем кушать. Раскочегарились.
заставляли отодвинуть кресло. Ты нас заперла и не выпустила вообще-то. Мы сидели, Вообще-то. кричали, руками махали. Глянь. У нас еще одна остановочка. Да, Дмитрий? Выспался? 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 В дальней дороге мы часто останавливаемся, чтобы размять косточки, взбодриться, попить кофейку, ну или просто отдохнуть. Но когда мы едем, порой развлекаем и поддерживаем друг друга. Ну вот, например, так. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кролларет. Карл в общем-то. у Клары украл Карла, а Клара у Карла украла Клары. Да. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. Вот так вот мы проводим время. Хотели сократить. По полю. Кажется, что это самые настоящие просторы, которые мы бороздим непонятно где. Еще чисто. Глушь, снегопад и плохая дорога. И это еще не все. Фура, которую понесло вниз с подъема, должна была напугать весь экипаж, но... Дружище, а чем тебе помочь можно? Ну вот это тоже за тебя перепугали, честно говоря. Мы еще из-за того, дяденька. Мы еще вон за того перепугали. Первые сутки плавно перетекли во вторые, впрочем, как и машина без перерыва вместе с нами едет тоже вторые сутки. Однако при приближении к Воронежской области мы столкнулись с новой для себя неожиданностью. Ну вот, современная действительность. Путешественники вон нас вот сколько. А едем, вынуждены ехать без навигации. Ни одна навигация ни в одном телефоне не работает. Невозможно вообще иметь Еще такое. вторая ночь. Просто опупеть дорога. Ничего не видно. Такие встречки едут, может быть, конечно, встречки еще. Ой, ой, ой. Вот так вот мы едем. Добираемся Вот так до вот. Воронежа. Добираемся до Воронежа. Вот так Покажи. вот это все выглядит снаружи, да. Ну, а если честно, то получается, да, навигация не работает, и мы здесь стоим теперь недалеко от Воронежа. Вот, как будем проезжать Воронеж, ну, очень сложно сказать, потому что ни одна навигация в телефонах, ни в машине не работает. Она то появляется, то отключается. С чем это связано, абсолютно непонятно. Так что будем ехать дальше. Работает постоплата. При снятии пистолета топливо льется до полного бака. Вот так вот. Едем по Воронежу. Время 8:56. Ростов, видишь, какую закорючку надо сделать? Обогнуть круг и прямо. Да. Едем на Ростов. Карточку возьми. 500. Добрый день. Или ночь. Сколько? 500. Что это у вас самый дорогой участок, да? Самый длинный? А сколько? 108. Нет, он 102. Как раз до Богучара. Спасибо. В общем, да, как раз у нас по Яндекс картам Бурга закончится где-то через 100 плюс километров. Самый длинный участок дороги 500 рублей в пятницу, воскресенье. И нету ни одной заправки. Платная дорога.
что тут платненько? Ну, в общем, мы продолжаем нашу дорогу до с конечной точкой назначения Армения. И мы тут недалеко, в общем, под Ростовом. Я немножко отдохнул. Вот, сейчас мы хотим вот в эту забегаловку зайти. И сейчас моя очередь ехать, поэтому будем продолжать наше движение. Ну, пока свежие ощущения от трассы М4, Дон так называемый. Хотя я пытался поспать, пока у меня моя красота была за рулем. Мне это с трудом удалось, потому что я просто в шоке, какие ямы порой встречаются на этой трассе. И ощущение, что это не какая-то трасса федерального значения, а какая-то, я не знаю, между какими-то поселками, потому что есть такие участки, что просто... Я не знаю, как на них ехать вообще можно. В общем, вот такие вот впечатления. У нас, как и у любого туриста, была цель. В данном случае проехать Ростов и там немного поспать. Водители фур все едут по левой полосе, без вариантов. Хочешь обгонять, сам езжай по правой. Они просто моргнут в ответ аварийка и все. Но скоро этот дорожный кошмар закончился. Дорожное покрытие стало хорошим, на улице стало теплее, и мы нашли место, где остановились для того, чтобы поспать. Ну, в общем, это день второй нашего пути, или сутки. Поспали мы, вот он, весь экипаж выходит. В общем, мы тут поспали. Это уже за Ростовом. Время, кстати, уже 9. Вот. Спать легли где-то в 6. Что радует, градусов уже почти 6 тепла. Это топ. Так, ну-ка, расскажи-ка еще раз, что за история тут была? Да. Вот она, вон там вот машина. Короче, очень бедная вдова, наверное, я так понимаю. Вообще одинешенька. Просит оказать ей помощь, заправить ее бедную машину. А она по приезду домой денежку переведет. Обалдеть. В Минске писали о том, что такая орудует. А это в 1600 километров, а ситуация не меняется. Она увидела вот этот номер. То есть он говорит о том, что мы издалека, скорее всего. И она так посмотрела на него, говорит: молодой человек, можете мне помочь? Ну, типа, потому что у вас номер грязный. Вообще. Такая совсем бедная тачка. Очень бедная. Сиротская, я бы прям даже сказал. ВАЗ-2105. Так о чем? Масло-то есть? О, Воу. Ну это хорошо. Катается. Надо больше бензина сейчас скатает. Нашла кого-то? Ну вот, не знаю. Да, нашла, реально. Морда волосатая. Продолжаем нашу дорогу дальше. Сейчас заправимся. Вот, но поспать нужно было. Опять просят, обалдеть. Не получается.
Оставляем эту историю, хотя и убеждаемся в том, что нынешний мир не располагает к доверию. Уж очень много шулеров и обманщиков. Вот эта ситуация неоднозначна сама по себе, хотя способ просить о помощи, не выходя из машины, катаясь по территорию, ну, наверное, не самый лучший. Так, хорошо, Ладман, это у вас было, Да. Ну вот, перекусили. В общем-то, всем понравилось. Едем дальше. На каких заправках заправляемся? Ну, в данном случае мы заправлялись вот на таких. Почему? А потому что расход вот такой вот. Ну да, вроде бы не сильно дешево, но по крайней мере дешевле, чем в Белоруссии. Но зато машина едет. Так. По законам travel-жанра в дальней поездке должен быть обязательно полноценный квест. Он называется «Достань из багажника». И этот квест должен проходить весь экипаж одновременно. А как иначе? Опачки. Я ее стала брать, и она нахуй по тебе попала. Маша, не оправдывай ее рукоприкладство. Она не хотела. С нашим экипажем парадокс. Уже почти 2 суток в одной машине, а все наговориться не можем. Как будто впервые встретились. Ну, может, так действует тепло Северного Кавказа? Помимо хорошего топлива на этих заправках работают еще хорошие люди. Подарили карточку, сказали: регистрируйте, накапливайте баллы. Как тебе погодка? Отлично. Жарко лето. Весна. Класс. Ладно, едем дальше. Вот так мы грузимся с очередной остановки. Да. Да. Все пинди-пердозно. Удивительно приятное ощущение, когда ты за рулем, а за окном Северный Кавказ и его горы. Хочется ехать и ехать. В часу ночи мы добрались на полноценный ночлег, и утром начался наш 3-й день дороги. Ну, как нам подсказали местные, ездить на грязной машине по Владикавказу не лучшая идея. Просто тут так не принято. Вот мы и помылись. Ну, к слову сказать, на чистенько и ехать приятней. Выехали мы из Владикавказа около 10 утра. Предварительно мы посмотрели прогноз погоды на перевале. И теперь у нас впереди только горы, горы и дороги. Перед российско-грузинской границей вынужденная, но короткая остановка, потому что поздно выехали. Сделали несколько фотографий на память и опять в дорогу. Но все медленно едут, видишь.
Ну и начали мы втискиваться на своей малолитражке между больших машин. В нашем случае было легко, потому что водители фур уже не в первый раз, видимо, сталкиваются с этим, ну и оставляют место между машин, да и камера нам помогает парковаться. Водителям огромное спасибо, конечно, один даже вышел помочь нам. Это сплошной адреналин, встревание между фур в темном тоннеле, а езда по встречке, отдельная история. Мы привыкли не нарушать, а тут без этого никак. Эмоции это прибавляет однозначно. В общем, пропустили мы встречку и едем дальше. Здесь, кстати, лучше дорога, чем в той первой. А что это за звуки вот это? КамАЗ. Весна на свете. Ой, прям Да, такой... этот джигитские вот эти вот манеры езды по встречке. Только смотри. А, все, думаю, вот что она, граница, да, флаг? Так, кто-то поехал дальше. То есть здесь, в общем-то, мы по встречке все время едем. Да. Вот же картинка. Иначе стоять. Сколько ты будешь стоять? то же самое. Поэтому, видишь, и сами эти пропускают дальнобойщики. Ну, они оставляют места, да. Они понимают, что им боятся. У них же, видишь, другие там эти там штуки непонятно. проверяют. Встречки. Но я думаю, гонять никто не будет. Вечность. Мы не будем. Яма. О, Витебской. Беларусь. Область. Родной! Ай! Ездить в Беларусь. И куда до того? Это все джигиты туда вот. А я не знаю. Сейчас Кстати, да, КамАЗ должен... может. Интересно, это, наверное, оттуда выйдет? А вот мы- Наверное. Ну там, видишь, кирпич, к чему он относится? Ну да. Вообще та дорога Мне была кажется, волнительная. что я это... На 3 года вперед. Да, знаешь, ни указателей, ничего там. А здесь вот это вот, и как тут сейчас, куда ехать? И вот они встали, где эти фуры, и что? Не знаю, куда. Я с вами. Все, добро пожаловать в Грузию написали. Кто? Тинькофф. А, вот видишь. И куда? Вон туда. Где? Хорошо, что Они есть вон штурман. туда, а Все, мы мы в сюда. Грузии. Вон зелененькая. Вот прям за легковушкой. Здравствуйте. Здание, да? Ну, все, да? Приятных моментов в дороге мало не бывает. Но, к слову сказать, это направление мы проезжаем впервые. Отсюда много удивления и вопросов. К слову сказать, порядок прохождения этой границы такой же, как и на любых других. Ну, например, в Евросоюзе. Всех пассажиров нужно высадить, они проходят отдельно, а водитель проходит границу отдельно на автомобиле, показывая весь багаж автомобиля. Эту границу мы прошли, точнее сказать, пролетели. Задержек не было от слова совсем. Все сотрудники очень вежливые, как нам показалось, а значит, все прошло культурно и вежливо. Также было, к слову, и на российской границе. Интересный факт. Теперь мы едем по территории Грузии, а время всего 12:20. Выехали мы в 10:00, то есть на две границы у нас ушло чуть более 2 часов.